Этот ролик мы сняли как для солидных мужчин, так и для женщин, которые любят делать мужчинам элитные подарки. Он поможет очень подробно разобраться в электрических бритвах Braun последней 9 серии. Но сначала познакомим вас с не менее элитным чаем от нашего чайного спонсора. Чай Мэтр. Вот и мне достался такой замечательный подарок. Модель 9095 CC. Красочная упаковка несет еще и максимальную информацию о товаре. В коробке находились шнур питания, он же зарядка. Сразу видно, что сделано не для России. Щеточка, контейнер с моющим раствором для станции. Сама моечно-зарядная станция с кнопкой включения и кнопкой открытия. Жесткий элегантный кофр с претензией на отделку натуральной кожи. Ну и, конечно, она безупречного дизайна, изумительной красоты, сверкающая в лучах и идеально лежащая в руке. Бритва Braun последней 9 серии. Если еще и бреет, вот инструкция без русского языка. Сразу покажем, как зарядить контейнер в станцию. Нажали кнопку, подняли, сняли крышку, вставили и опустили. Проще не бывает. Ну, конечно, питание. Цены на 9 серию немного кусаются. В основном от 15 до 30 тысяч. Мы раскроем тайну цены и нашего экземпляра. Но только в конце ролика. Кто дотерпит до конца, увидит и реальное бритье с хорошим качеством изображения. Официально в Россию поставляется только 3 модели. Остальные едут по серым схемам. Но, по заявлению представителей Braun, гарантия 2 года действует и на них. Всего модели 9 мы насчитали порядка 20. Почему же так много? Все дело в том, что чуть другая комплектация, чуть другой цвет и сразу идет другой номер. Модели, вышедшие больше года назад, начинались на 90, как моя, например. А где-то год назад стали выпускаться новые модели. Они начинаются на 92. Наша задача как раз разобраться во всех этих хитросплетениях и различиях между моделями. Первое. Без вот такого кофра, шнура зарядки и маленькой щеточки комплектации не бывает. Если модель оснащена моечно-зарядной станцией, то в комплект обязательно входит жидкость в контейнере. Жидкость состоит из спирта, смазки и ароматизатора, благодаря которому во время бритья вы ощущаете приятный запах. Все модели с мойкой обязательно в конце номера будут иметь 2 буковки CC. А вот если стоит буковка S, то 4 модели комплектуются подставкой для зарядки и никаких моек. У остальных S-ок нет и подставки, только проводная зарядка. Раньше в S-ники клали флакон смазки, сегодня уже не кладут, надо брать отдельно. Все новые модели, то есть 92-е, имеют титановое покрытие одного, но очень важного триммера. Именно он приподнимает и срезает лежащие волоски. Триммер имеет золотистый цвет, поэтому многие дилетанты в своих роликах ошибочно называют такое покрытие золотым. В 90-х моделях такого покрытия нет, а этот важный триммер там имеет синий цвет. Что еще интересного в 92-х моделях? Они все почти поголовно имеют водонепроницаемый до глубины 5 метров корпус. Соответственно, вы спокойно можете применять воду, гель, пену, то есть использовать влажное бритье, не боясь повредить бритву. И, конечно, такую бритву можно мыть как целиком, так и под струей воды. Но. В 90-х моделях есть 4, так сказать, переходных модели, и в том числе моя.
которые также защищены от воды. Все такие бритвы имеют надпись Wet and Dry – влажно и сухо. А вот остальные 5 бритв 90-х моделей такой надписи не имеют. И купать можно только снятую бреющую насадку. На каждой модели девятки стоит номер корпуса. Последние 5791 и предыдущие 5790. Так вот, при всех обстоятельствах 5791 лучше защищен от влаги. Индикация разряда аккумулятора у большинства 90-х моделей простая. А вот практически у всех 92-х моделей и переходных 90-90 и моей 90-95 оставшиеся минуты работы, начиная с 9, отображаются на дисплее. Моечные станции всех 92-х и 3 бритв 90-х моделей имеют 3 степени мойки в зависимости от загрязнения. Остальные модели только одну. Вот, пожалуй, и все различия между моделями 9 серии. Но пора уже поближе познакомиться с этим чудом техники. Бреющая насадка идет в сборе, и она одна. Сетки и ножи отдельно не меняются. Если где-то прочитаете про 2 и даже 3 бреющие головки, то это явная ошибка. Независимо от титанового напыления, насадки одинаковые и подходят ко всем моделям. Мы видим 2 одинаковые сеточки, 2 триммера разной конструкции для срезания сложных волос. Еще есть специальная выравнивающая и смягчающая кожу пластина. Часто можно увидеть картинки головы 90-х моделей без этой пластины, но в реальных бритвах она почему-то есть. Все эти элементы достаточно подвижны. Подвижна и вся голова бритвы. Но есть фиксатор. И из 5 вариантов вы можете выбрать лучший для вас угол наклона, а потом менять положение уже через щелчки. Теперь зарядка. Мы проверили. Действительно, после 5 минут подзарядки можно побриться до 2 раз. Ничего удивительного, аккумулятор здесь литий-ионный. Очень удобна система отсчета оставшихся 9 минут работы. Контролируем точность. Прекрасный результат, не обманывает. А вот система определения степени загрязнения насадки и необходимости отправляться в мойку, конечно, несовершенна. Датчика загрязнения здесь нет. Процессор вычисляет степень загрязнения чисто теоретически. Нулевая, ни разу не пользованная бритва запросила у нас мойку и после разрядки, и даже после купания. Моется бритва не более 3 минут. Выбирает сама степень помывки в зависимости от загрязнения. А вот сушится под вентилятором долго, минут 40. И прямо скажем, спиртиком в это время попахивает. После просушки капля, зовущая на помывку, гаснет. И начинается зарядка. Длится она максимум час. Потом абсолютно все лампочки гаснут, и станция превращается в красивую подставку для хранения. Если ваша модель без моечной станции, где бритва смазывается, то необходимо хотя бы раз в неделю смазывать ее специальным маслом. Если говорить о ресурсе, то бреющая насадка при правильной эксплуатации будет нормально работать 1–1,5 года. Моющей жидкости хватит где-то на 25–30 моек. Спирт имеет свойство испаряться. Но мыть уж каждый раз вовсе не обязательно. Для уменьшения испарения можно контейнер, конечно, и вынимать. Ну что, пора переходить к полевым испытаниям. Цель сейчас не удобство, не скорость бритья, а качество съемки и видимость этого процесса. Пришлось приглашать ассистента. Итак, первое бритье новой бритвой. Острие ножей ощущается всей кожей. Как она хорошо бреет. Обратите внимание, щетине 3 дня, а длинным волоскам гораздо больше. Там очень длинные волосы у тебя, несколько сантиметров, поэтому она не берет эту бритву в шею. Не берет. Но на этот случай есть триммер для длинных волос.
Куда вы красиво берете? Смело могу всех вас заверить, что после окончания процесса претензий к качеству бритья не было никаких. И, наконец, самое интересное – документы на покупку этой бритвы. Вот что такое везет же людям. Ну и напоследок, для самых отмороженных бритволюбов в одной японской инструкции мы откопали схему разборки. Но лучше не надо. Не трогай технику, и она не подведет.